Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Вартьё. Я сегодня хочу заабузить вечную хрону. А это как? Смотрите, я собираю убийц, плюс я буду собирать себе гриттера в тройку и буду его абузить. Но также я еще поставил ведьмаков, потому что я хочу попробовать сыграть на ведьмаках через следующий образ. Это ведьмаки, первое. Либо звери через друидов. И плюс немножко троллей. Итого получится у меня там что-то 4 ведьмака, 4 тролля и 4 зверя. Должно вот так вот как-то выходить. Но на самом деле не знаю, как оно точно получится, потому что, зная свою удачу, скорее всего, получится следующим образом, что ничего не получится, и все. И еще один момент. Это я бы хотел попробовать сделать Хускара в двоечку, либо же в троечку, там уже как пойдет. Потому что, ну, мало ли мне сегодня повезет очень сильно, и будет приходить прям как надо. И на самом деле это все сказки, поэтому приходить мне так точно не будет. Но посмотрим, попробуем. Но вообще, на самом деле, мне бы хотелось вечную хрону попробовать сделать, так как здесь есть Зевс. Плюс вечная хрона, я думаю, это будет вообще шикарно. То есть для этого мне нужен гриттер. По-любому гриттер нужен, без него тут никуда, к сожалению. Ну и боги. И все, в принципе. Это все, что мне нужно, грубо говоря. Так, отлично. Мана плюс 40 со старта есть. У меня Марси сразу будет фуловая. Боги-жрецы. Так, ты... Тут, скорее всего, будет бог-жрец, фуловый причем. Вот у меня есть такое подозрение, что это будет фуловый бог-жрец. Надеюсь, конечно, что нет, но посмотрим. Че бы хотелось, чтобы сейчас Резак пришел? Ну, да. Резак это что-то нечто. Резак не придет со стартом. Ну и ладно, не пришел, так не пришел. Черт с тобой. Черт с тобой. Так, там есть ЭМ? ЭМа нету. Мне бы просто хотелось поставить немножко Тинкера как-то так, чтобы он сразу ракетки закастовал, все-таки 8 секунд КД. И будет шанс. Может он закастить, не сможет это закастить, не знаю. Может получится 12 уровень взять, сделать фуловых богов, магов, Хускара как керри еще. А это на самом деле, кстати, идея. Если был бы дух пятерка, я бы духа пятерку бы сделал. О, тут двойки, поэтому, скорее всего, единственное, что я смогу сделать, это отъехать. Вебка засвечивает просто нереально. Так что, ребята, если что, то я дико извиняюсь, я никак не могу настроить это, поэтому такая уж яркость. Тут дело даже не в яркости, а в том, что я просто не могу ничего с этим сделать, к сожалению. Как-то так. Раунд выиграл, конечно, прикольно, но я бы на самом деле хотел бы, чтобы Резак появился, потому что Резак даст мне халявные роллы, а халявные роллы это как-никак лишний ролл, почему бы нет. У меня, в принципе, стол более-менее такой сильный со старта, но я бы, на самом деле, наверное, некоторые моменты все-таки заменил бы. Может, поставил бы какого-то Тиника вместо сейчас. Я даже не так, я возьму Вич-доктора поставлю пока что. Пока что поставлю Вич-доктора. Тут Зевс, кстати, как маг есть. В принципе, реально можно будет сделать 12 уровень. Либо же Гриттер. Гриттер уже... Блин, у меня тогда не получится сделать то, что я хотел. Короче, мне не получится реализовать, если что, тему с вечным контролем, потому что здесь есть Гриттер. Да, вот меня уже вынес. Короче, не получится мне против Гриттеров поиграть. Да. Это плохо. Это плохо. Ну, значит, походу придется 9 магов. Через Хускара керри. 9 магов, боги и Хускар керри. Сильно? Я думаю, да. Тут собираются, походу, боги... Да, тут, скорее всего, боги-жрецы собираются. Вот у меня что-то такое есть подозрение, что собираются боги-жрецы. Гадалки не ходи, скорее всего, там будут жрецы. Жалко, конечно, что мне не приходит еще один мех. Я бы выставил лучше фулл мехов, и было бы прям сильно. Кстати, со старта неплохо, только что поддефал немножко себя. Блин, а тролль, конечно, это... Я не выиграю раунд. Ну, хотя бы чуть-чуть получу по лицу. Минус 2, по-моему, да? Не, минус 1 даже получу. Получил по лицу. Да блин, ну где же ты мой... Ну... Может, уровень себе взять? Продать их, взять уровень себе. Хотя, наверное, лучше просто их продать. Ой, морские собираются. Тут есть сайт.
Ну, кстати, даже если против меня будут фуловые морские, а будет у меня Хускар керри, то вообще все равно. Я буду разваливать. Есть и гидом, есть Марси. На самом деле, как по мне, Марси, конечно, прикольно, но я ее продам, поставлю лучше гидом. Пусть лучше у меня Лина прыгает, кастует. 10 монет есть. К 10 раунду, если все пойдет хорошо, то у меня будет, в принципе, хорошие фигуры. Ну, короче, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Кстати, ребят, если что, у нас есть телеграм-канал, в котором я пишу о стримах, о роликах, если они задерживаются, и информацию о патче, об обновлениях, об игре, то есть всякие моменты, плюс у нас там есть чат комьюнити, поэтому кому это интересно, присоединяйтесь. Будет ссылочка закреплена в описании. А еще не забудьте поставить свой лайк, а кто не подписался на канал мой на ютубе, то подпишитесь обязательно, потому что осталось 1000 подписчиков всего лишь до... Ой, 1000 подписчиков осталось. Осталось всего лишь немножко до 1000 подписчиков, 130 человек. Поэтому, ребят, помогите мне наконец-то достичь их. Так, ну я не знаю, но мне мехи не приходят, поэтому идите гуляйте мехи. Что мне еще сделать с ними? Смотреть на них, что ли? Я бы на самом деле даже не знаю, наверное, богов бы поставил бы через Омника. У меня просто здесь баф людей есть. А под богами у меня был бы Омник. Не, ну КД маленькая, конечно, всего лишь 9 секунд было бы. Короче, нет, не получится. Не получится, к сожалению. Ну ладно, ладно. Что ж, маги мне пригодят. Так, ну мне, кстати, не приходят ведьмаки. Я хотел на ведьмаках поиграть еще, но они мне не приходят. По магам, что мне нужно из магов? Из магов мне на самом деле пока ничего не нужно будет. Пока пусть будет так, а там я буду уже ролить уже ближе к тому времени. Сейчас оно мне ничего такого не нужно. Сейчас единственное, что мне нужно, это просто хоть как-то побеждать, чтобы книжки были. Гиду в двойку. Ну то, кстати, я проиграл тоже. Но я надеюсь, я буду хотя бы проигрывать по минимуму. Чтобы как можно по максимуму сэкономить хп себе. Но тут я по минимуму явно не проиграл. Тут боги-чернокнижники вроде выстраиваются. А, это боги-жрецы. Ну тут боги-жрецы через чернокнижников пока что будут. Конечно, хорошо и плохо одновременно. Ну ладно. Так, ладно, играем через лустрик тогда сейчас. Я уже не выигрываю. ХП я теряю уже много. Поэтому у меня есть уже некоторые проблемы, которые нужно просто взять и решить. Поэтому делаем так. Цемка у меня есть. Это хорошо. Она мне будет ману регенить под богами. Есть Огр. Соберется в двойку, тоже будет прекрасно. На самом деле, знаете, можно было бы как еще сделать? Через волшебников 9 магов. И было бы зачетно. Но мне кажется, тоже это пока слабо. Давай, гиду подхит. Отлично. Если сейчас выиграю, это будет вообще кринж. Хотя нет, проигрываю. Нормально. Блин, ну я бы хотел зачистить немножко. Там игра удалить. Не, ну Огр в двойку он будет... Я Марси удалю. Марса. Не Марси. Так, гида этот... Ладно, я гиду. О, кстати, сейчас я книжечку забузю. Если не про... Мне только что показалось, что я удалил случайно этого Омника. Я думаю, блин, что я сделал. Но нет. Так, 3 человека, 2 эгиды и Омник. Ну, по идее, я должен хоть как-то, но сейчас немножко дефнуть себя, поэтому... Есть еще, кстати, шаманы. Я бы хотел сыграть на шамана 6 штук. Но только если придут нормально. Но если они приходить нормально не будет, то смысл? Естественно, смысл... А, я проиграл мобам. Боже, какой слабый стол. Ну, проиграл мобам, это значит будет классный ролик. Неудачно максимально все идет. Наверное, ЦМ-ку надо было выкинуть отсюда. Че он раньше не пришел, вот и гида в двойку вообще непонятно. Ну, спасибо и на этом, хотя бы хоть сейчас пришла. Я возьму уровень. Я и так очень сильно по лицу получаю, но я возьму уровень по этой причине. Спасибо за брошку. Шикарная брошка, бесспорно. Да. Ну, не знаю, я, наверное, ману плюс 40 хочу скипнуть. О, отлично.
Этот предмет шикарный, я его беру по-любому. Он сейчас на 25% понизит всем сопротивление в радиусе вот таком вот. А знаем мы радиус эгиды, тоже такой же примерно. Плюс урон, плюс 10% от максимального своего и противника. Там просто овер много урона будет. А, тут уже кунг-фу собралось, поэтому мне будут проблемы. У меня будет проблема. Кунг-фу это овер сильная синергия, самая дисбалансная. Плюс у него еще острые наручи выпали. Там забей. Ну ладно, минус 10. Что поделать? Чего поделать? Я жрецов не выставил. Какой дурак. Какой дурак. Не выставил жрецов. Ну, богов поставлю, а что делать? Под богами я хоть как-то смогу. Хоть что-то делать. Хотя можно было бы попробовать фул богов поставить, но для этого мне нужен уровень. Так, ну когда у меня быстрее, явно. Так, жрец подхилил. Чуть-чуть не хватило, чтобы жрец немножечко подхилил. Еще этот суммонер. У меня все ужасно, у меня очень-очень ужасно, я бы сказал бы. Не знаю, так сделаю, что ли. Может, так получше будет. Да, фулл гриттер. Но вот самое опасное, это вообще фулл гриттер. Фулл гриттер это прям очень опасный чувак, потому что контроль на него не работает. У него куча всего есть, плюс хрона. Но идея, кстати, с вечной хрона мне сейчас самому понравилась. Я хочу попробовать ее все-таки забузить. И я надеюсь, у меня получится это сделать. Очень бы хотелось попробовать. Давай, еще, ну еще тычку. Просто каска вечная прилетела на 1 секунду. Там не 1 секунда стана была, если что. Там было, ну я не знаю сколько секунд. Ну много было секунд стана. Просто вечно простоял в этом стане. Бесит. Что ж такое придумать? На самом деле можно закинуть было бы сейчас в этого жреца всю ману. И играть через него. Но есть одно огромное но. Потому что можно этого вообще не делать, и в этом никакого смысла особо не будет. Да, он там подхилит, заберет чуть-чуть. Но лучше, чтобы она накинула свой дебаф на 2 человек и на 30% сопротивления понизила. Вот это вот намного будет приятнее сейчас. Потому что как-никак эти могут... Во-первых, законтролят. А это у нас... О, Мишку стырил. Жалко, конечно, что проиграю. Очень много, минус 13 уже. Волшебник. Не, ну можно... У меня 2 мага. У меня 2 мага всего лишь. Не, ну это бред. Это очень слабо сейчас будет. Смотрим, может быть так сейчас получится затащить. Если нет, то, кстати, я могу сейчас выставить фулл магов. Вот если мне сейчас еще один маг придет, то я смогу выставить фулл магов. Это будет очень хорошо. Жалко, что у меня сейчас откиснет мой чувак. Но мне зато Эгида пожила. Хорошо. Эгида очень много урона нанесла, 4300. И на самом-то деле можно ее реально сейчас забузить. 9 магов сделать со старта и на 9 магов жить. Через фулл волшебников. Плюс боги есть. Богов-то я апну потом. Допустим. Давай попробуем. Хотелось бы, конечно, людей заобузить. Вот так. 9 магов. Сейчас попробуем, но я более чем уверен, что это будет очень слабо. У меня прям чуть предчувствие такое есть. Если будет слабо, то, соответственно, я это все скипну. Ставлю немножко по-другому. Сейчас посмотрим. Гида просто на слабовато одна.
Ну вот, обледенение как бы есть и толку. Да, очень слабо. Очень слабо. Хотя, не проиграл и хорошо. Но неплохо. Хотя слабо. Неизвестно пока ты какой скилл стырил. Разора нет просто. Разора, к сожалению, нету. А это же будет работать только на других персонажей. На этих не будет работать нормально. Нужен разор. С разором будет проще. Объективно. Тут 9 убийц будет через волшебников. Пока что, конечно, их нету, но будут. Да, он будет себе через волшебника будет 9 убийц делать. Ему одного волшебника не хватает. И он себе их сделает. У меня есть боги уже. Потихонечку что-то выстроилось. Просто играть от одного этого чувачка, это очень опасно. Но 9 магов тоже хорошо со старта. В принципе, если Хрона сразу не прилетит, то я смогу его хоть как-то, напрячь. Так, еще раз, где ты там стоишь? Так, у тебя здесь, значит здесь, вот сюда так надо поставить. Так, это Сюрикен, отлично. Сюрикен это тоже хорошо, то, что стырил. На самом деле я в Грангеральда сейчас закину шмотки. Так, это кунг-фу. Мана у меня есть, так, облет какой-то есть. Хорошо. Это хорошо. Так, теперь смотрите, я сейчас закидываю все-таки шмотки в Грангеральда, КД у него меньше. Быстрее все. Намного все быстрее. Где? Вот так. Все. Сейчас должно быть более-менее хорошо все. Шмотки, конечно, у меня ужасные выпали. Объективно, реально шмотки ужасные. Обледенение не будет работать на Гриттера, но будет работать урон хотя бы на Гриттера. Скоро должен ко мне прийти. Блин, у него магическое сопротивление огромное. Вот это вот плохо. То, что у него магическое сопротивление огромное, это очень плохо для меня. Короче, у меня есть проблема. Если их никак не решу, то я проиграю. О-о-о. Как же мне нравится, когда Лина закидывает свою лагуну по всем через Гриттера. Вот через Гримтач, точнее. Это ж прям, ну, очень сильно. Так, разорчик, отлично. Омник сюда. Так, а теперь, кстати, я хочу выставить людей. Людей. Чтобы что? Как вы думаете? Чтобы получить уровень, правильно? Так, 4 баночки. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Отлично. Блин, как же я мало хп себе восстановил. Всего лишь 45. Всего лишь 45 хп у меня. Это очень мало. Магическое копье. На самом деле, магическое копье я хочу закинуть в ремтачу. Мне нужен 9. Мне как можно быстрее нужны уровни. Так, эти все предметы мне не нужны. А безоруш он как бы нужен, но не нужен, потому что это бесполезно. Манреген. Манреген в гриптачу закину. Четыре бога. Блин, я не могу... Фу. Я только что не мог определиться, кого поставить. Блин, как жестко. Ну, ему очень хорошо повезло. У него куча двоек, куча всего.
Наверное, вот это вот убираем. Вот это вот убираем. Ставим, наверное, фуловых богов. Фулбоги, мне кажется, будет намного приятнее. Ману поставил. Так, это каст, да? Это каст, поэтому надо поменять немножко. Блин, куда мне Лина поставилась? Вот. Так, хорошо. Хорошо. Фу-фу-фу, конечно, но пока что хорошо. На самом деле, Омника продам, я буду уровень еще брать. Нужен еще уровень, чтобы выставить 9. Не, на самом деле так жестко, да. Так очень жестко выглядит. Если все дальше так пойдет, то будет хорошо, но единственная проблема это гритер. Так, этот чувак стырил скилл Гримтача, что очень хорошо. Я бы сказал, даже прям шикарно. Будет прыгать, на всех закидывать, Лина будет подкидывать. Вообще шик. Если сейчас так дальше все продолжится, будет очень хорошо. То есть он сейчас накидывается на всех Гримтач скилл. Вот. И если б Лина только что как надо кастанула, то было бы очень сильно. Вот. По всем бы она лагуну свою кастила. То было бы очень сильно. Но так он кастует лагуну куда-то вообще непонятного свояси. Это плохо. Нужен 10-й. Да, я смогу выставить. Ничего не смогу выставить нормально. Я агро оставлю. Овер мне больше нравится. И оставлю вот этого жреца. Чувак на гритерах, конечно, ужасно мощный. Очень мощный. С ним у меня будет проблема с этим чувачком. Есть еще кунфуист, то тоже очень такой сильный. У меня не 9. О, ху-ху-ху-ху. Ему по шмоткам очень хорошо повезло. Там все в магическое сопротивление пошли. Опять гритер пришел. Ну не стой, ну-ка стани еще разочек. Хорошо. Я просто не хочу хотя бы так много получать по лицу. У меня просто мало АОЕ дамага. Было бы больше АОЕ дамага, я бы был посильнее. АОЕ дамага это, если что, массовый урон. Вдруг кто не знает. Сейчас буду выходить, наверное, из инкама и... На самом деле, наверное, расстановку просто надо сделать, и будет намного приятнее играть. Я что-то пытаюсь, туплю вот это. Котел нужен, фулмаги нужны. Но против гритера, конечно, это будет бесполезно, если честно. Против гритера это будет максимально бесполезно. Есть еще, конечно, суммонер. Но у него из суммонов только вот лондруид есть. Что, слава богу. И, в принципе, вот этот чувак. Надо как-то зверя переживать, а вот как, непонятно пока что. Мне нужен монтаж, чтобы максимально быстро ману регенить. Было бы очень хорошо. Тогда вот этот бы жрец просто кастовал бы невменяемый. Кстати, овер 4 секунды откат. Ну, кстати, под агром это было бы очень сильно. Я вот сейчас так подумал, под агром это ж овер сильно. Котел, хорошо. Вот так. Сейчас тогда этих ребят немножко расставлю по-другому. Вот так. Упала хрень. Спасибо. О, вот это упала уже не хрень. Мана. Мана сейчас быстро, в принципе, должна копиться, по идее. По идее. Поставлю я лучше 6 магов все-таки. То 6 магов я поболее верю. Как-то так еще сделаю. Ой, на самом деле шмотки, конечно, мне не самые прям топ-топ выпали. Магов здесь особых нету. Тут есть Хекс, есть Маска.
Так, кунфуист полетел, сейчас будет шотать не всех, все понятно. Кунфуист прям разлетался. Ну все, это GG. Его никак не вынесу. Тут даже непонятно, что это, полуорки, что-то такое. У меня просто магического урона не хватает для него. И вообще мне не хватает ни магического урона, не хватает Хускара. Почему он мне минус 4 сделал? Он же минус 4 не должен был мне сделать. Каким образом он мне минус 4 сделал? Интересно. Тайд. Ну, кстати, Тайда бы я взял. Котел. Хускар. Хускар в дойку придет, будет хорошо. Тайд не нужен. Есть 2 человека, получается. Раз, два, три, 4, 5. Тогда ты погуляй. Легионка. Так, ну, судя по всему, зверя я прям налегке выношу. Судя по всему. Проблем нету со зверем. Разора бы апнуть, конечно, было бы намного приятнее, но имеем хотя бы это. Так, это блинк. Так, тебе сюда. Колечко тебе, наверное. Хотя, на самом деле, лучше колечко, наверное, агру закинуть. Что-то у меня есть подозрение, что лучше колечко агру. Бабка. Разор. Зевс. Вот это то, что надо. Ух. Я на мгновение подумал, что я сейчас не успею сделать. Не, ну Зевс очень сильно будет со старта, кстати. Ой, вот этого я, конечно... О, все, кунфуист пошел гулять. Красавчик. Кунфуист пошел гулять. Не знаю, каким образом откис, но он откис, и слава богу. Так, 6 людей мне надо. Опа, Хускар. Кстати, эгида мне не подойдет же. Мне же эгида не подойдет, она мне подойдет только сейчас. Так, давай тогда Зевсу это закинем все. Так, вот еще сделаем. Мне кажется, так будет очень сильно. Просто сразу чувак закастит. Овертонна урона. Надеюсь, что, конечно, так и будет, а не будет по-другому. Гида, конечно, мощная. Ладно. Заблокирую сейчас. Так, теперь выставить надо фул людей. Хочу фул людей. Где-то понижение сопротивления ему. Так, Огр, блин. Ну, на самом деле, я лучше игра поставил. Мне как-то Огр больше сейчас нравится. У него урона как побольше, как по мне. Но теперь наоборот. У Разора будет больше сейчас урона. А ты полети вместе с ними там куда-то туда, в ту сторону. Тут ману как можно больше восстанови. Тут и есть медведь. Уху-ху. На самом деле... Ну, короче, гриттера я никак не вынесу. Но другого могу вынести, кстати. Магическая цепочка. Отлично, сюда. Так, ну все, это, скорее всего, сейчас будет уже конечное.
Воу. Проблема. Ладно, я все равно гриттер никак бы не контролил. Ну и в котла, кстати, закину эти предметы. Котел будет сильнее намного. Я в него как-то побольше верю. Так, мана есть. Плюс 40. И тоже прыгните сюда. Такая потная катка. Я даже, ну, максимально сосредоточен. ПП плюс 300. Зевсу закину. Фух. Не, ну самый опасный это гриттер, конечно. Как бы гадалки не ходи. Гриттер меня развалит, скорее всего. Хотя не. Хотя не. Ха-ха! Не знаю, каким образом я это сделал, но я это сделал. Немножко. Фу-фу-фу, конечно. Сильно. Все-таки инвокер дает о себе знать. Инвокер это, если что, вот этот маг, вот этот. Очень сильный маг. Давай еще, мне нужны предметы другие немножко. Урон плюс 15%, это, конечно, да-да, но и нет-нет. Ху-ху-ху. Попробуем так. Сейчас очень сильно будет влиять расстановка, то, как все произойдет. И сработает ли у чувака на меня... И сработают ли у чувака на меня эти самые, как они там называются? Забыл. Ну его штуки от Гриттера. Тюрьма. Тюрьма сработает ли на меня. Чтобы я не смог ни кастить, ничего. Так, Котл у меня сдох. Ну, мне на самом деле тогда лучше закинуть все в Зевса. Вот реально все в Зевса. А может, ему лучше. Под богами, кстати, тебе мана очень сильно не хватает зачастую. Ой-ой-ой, он меня сейчас вынес, походу. Ну, корни, уберитесь. Да, он меня вынес. Просто насумонил тону себе сейчас этих лондруидов, и он меня просто вынес. Да, обидно. Бесспорно, но обидно. Просто еще сработали сейчас корни от чувака. Что очень сильно повлияло. Еще переделать шмотки не могу, это тоже очень плохо. Ну, попробуем. Ну, вот сейчас неплохо пошло. Слабо, конечно, но неплохо. Ну, как же Зевса хавают. У меня просто много магического дефа, а мне некак сейчас его дефать. Хотя бы минус 8, спасибо на этом. Так, подожди, людей поставим сейчас. Девять магов на самом деле мне не особо помогут. Но насколько бы сильно мне помог один человек под названием вот этот. Он просто бы овер сильно помог на самом-то деле. 9 магов, ну, у меня не будет работать, зато Хускар будет работать. Да. Я на самом деле не знаю, как его поставить против него, что поставить. Вообще не знаю, даже, ну, в мыслях даже нету, что поставить против него.
Бессмертие можно какое-то на Зевса, хотя мне на самом деле лучше больше каста какого-то. Танкования, вот что-то такого. Сейчас я возьму уровень, но толку от того уровня. Я ж выставить ничего не могу. Такого. Прям сверхжесткого. Пусть будет Хускар. Так, предметы сейчас скипну. Кираса. Да, кстати, Кираса может мне неплохо помочь. Да, Кираса мне поможет, кстати. Я сейчас тут так задумался о том, что мне Кираса очень сильно может помочь. Тогда даже Кирасу можно закинуть не в Разора, а вот в Хускара. Сделать вот так. Сейчас посмотрим. Вот, посмотрите, сколько дефает, конечно, урона от Кираса. Много дефа дает. Очень много дает дефа. Еще бы Хускар в двойку пришел, было бы вообще песня. Я бы все в Хускара засунул и просто бы кайфовал от игры. Ну, либо Зевс в двойку. Хотя мне не повезет так сильно. Не. Ну, как мы видим, на одном месте меня вертела игра. 9 магов и элементалиста, но это от этого толку мало. Это хотя бы ману тырит, по чуть-чуть. Этот паренек. Кираса спасает очень сильно, на самом деле. Я думал, что будет хуже. Надо предмет, кстати, перекинуть. Минус мана реген делает вообще жестко. Ух, как же я хорошо сейчас его выношу. Почему мне минус 1 хп дают? Я не хочу минус 1 хп, чтобы мне давали. 23 тысячи урона. Обалдеть. Рискну. Ну, рискнул. И ничего не наролило. 9 магов, как бы без толку. Обидно, конечно, то, что так. А чё он в Медузу все сделал? Я сейчас не могу этого понять. Он какую-то бредятину сделал, честное слово. Если бы у меня здесь был в двойку, там бы просто был бы такой развал. Ну, катка максимально плотная, если честно. Я не ожидал, что будет вот такое вот. Награда, одна печенька. Сильно. На самом деле, вот собрать... Короче, нужно всего лишь 11 уровень для того, чтобы собрать фулл богов и фулл магов. И если бы Зевс у меня был в двойку, то там бы просто Царство Небесное было бы этому Гриттеру. Но Гриттер на самом деле дурак. Я не знаю, зачем он сделал Медузу себе керри как основного. Это ошибка. И очень сильно мне помог инвокер. Он всю ману выжигал ему. Всю ману. Иначе бы хроны просто летели от края до края. Ну, короче, ребят, напишите в комментариях, что думаете вы по поводу этой катки. Но катка была максимально эпичной и очень потной. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.